Всем здорово, друзья! Значит, сегодня у нас такой очень экстренный выпуск, потому что очень мало времени, но я все-таки решил заняться своей тормозной системой, потому что первый раз у меня в жизни такая ситуация получается, что не успев починить одно, у меня уже ломается другое. Я только решил заниматься тормозами, а у меня потек радиатор, то есть там образовалась реально дырка ржавая, и она под давлением гонит воду, потому что мне вода залита. И у меня сломалась помпа, потому что разбрызгивают, короче, с подшипника или там с крыльчатки. Я прямо вижу, как вот эти вот капельки, они разбрызгиваются по мотору. Поэтому я просто, ребята, в шоке. Это все... Почему? Потому что я заливал воду. Друзья, ни в коем случае не заливайте воду. Лучше ненадолго дистиллированную воду с очистителем залить, но никогда обыкновенную воду, потому что я потом залез, на объявление запчастей и посмотрел, сколько стоит радиатор. Ребята, я был просто в шоке. $150 стоит китайский радиатор вот на этот дырявый МС. Я просто был, ребята, в шоке. Бэушный стоит $60, потом непонятно в каком состоянии. Поэтому берегите свои радиаторы. Помпа-то ладно, она дешевая, но ее надо менять, и это тоже время на самом деле. Ну и я вам сейчас покажу, что сейчас, значит, я принес. Прежде всего, это вот такие вот пружинки на задний стояночный тормоз. Вот они. Вот эти пружинки. Стоимость $5. Тормозная жидкость для того, чтобы прокачивать тормоз. Вот, самое важное, это тормозные диски. Тормозные диски передние, вентилируемые. Вот, смотрите, какие красавцы вообще. Даже пахнут классно, видите, вентилируемые диски. Дело в том, что те вообще просто там износ нереальный, ребята, они уже бьют, они уже пошли, короче, восьмеркой и при торможении бьют. Плюс к новым дискам, это, кстати, белорусские диски, стоит пара $38,5. Стоит, самые дешевые брал. В принципе, фирма нормальная, Финокс. Ну и колодки, взял не самые дешевые, а третьи снизу, Валио. Ну, это как бы Валио, понятно, это фирма типа известная, но на самом-то деле это китайская фирма, потому что они все в основном производятся в Китае. Просто дело в том, что у меня были в гараже колодки, но я один раз приехал, увидел, что колодки убежали каким-то образом, поэтому мне пришлось покупать именно, вот видите, у меня такие есть колодки, такие это на, а у вас, возможно, вот такие колодки. Просто есть разница тормозных систем с усиками и без, видите, но они отличаются. Если так посмотреть, они отличаются, видите? Давайте сейчас посмотрим. Вам лучше покажу. Видите? Они отличаются. Вот у меня именно такие. Поэтому, друзья, нельзя использовать плохие колодки, потому что если колодки будут плохого качества, они зачастую изготавливаются с добавлением очень большого количества металлической стружки, и они просто тупо будут съедать диск. Поэтому надеюсь, что сегодня Mercedes поедет намного лучше, поэтому меньше слов, больше дела. Сейчас просто вклиниваемся в работу, есть всего лишь 2,5 часа, иначе не успеем, и занимаемся Мерседесом. Так что меньше слов, больше дела. Поехали! Да, ему уже конкретно конец. Ну что, друзья, давайте оценим сейчас износ диска. Возьмем новый. Значит, смотрите. Вот износ диска. Он виден обычно не по толщине вот этой, а вот, видите, вот тут. Разница между вот этой кромкой и вот этой где-то миллиметр. Но если диск миллиметр, вот тут тоже. То есть диск имеет износ. Помимо этого он неравномерный. И помимо этого самое главное, что его повело уже.
он уже неровный. То есть при торможении он издает вибрации. Поэтому я считаю, что я делаю правильную работу. А эти уже, видите, проточены, все четко. Хотя, в принципе, это тоже можно было бы поставить. Я, возможно, его даже продам на сайте. Часто очень люди обращаются и покупают даже такие бэушные запчасти. Ну, смогут его проточить и все, ездить дальше. Тем более, что это оригинальный диск. Оригинал, как вы знаете, ходит довольно-таки всегда хорошо. Но я принял решение ездить все-таки на новом. Вы можете вот сейчас услышать, какой звук. Это точно ступичный подшипник. Это можно даже, ну, к бабке не ходить, как говорится. Так.